Александр Сырский уволен. Покушение на президента и попытка военного переворота. Армия пошла против власти, лидер в шаге от смерти. Россия открыла огонь по Британии, срочно подняты истребители, заявление министра обороны. Гиперзвуковой удар по РФ. Военная разработка Европы, о которой никто не должен был узнать. Чиновников вооружают и отправляют на границу с Украиной. Резкое решение властей. Мадяр извинился перед крымчанами. Внезапное признание командующего. Такого вы точно не ожидали. Все самое важное к утру 22 июля. Спасибо, что начинаете день вместе с Нехта. Главные новости к утру среды прямо сейчас. Я Дарья Петрова. Поехали. То, чего так долго ждали, произошло. Александр Сырский уволен. Об этом сообщил Владимир Зеленский. Я определил, что новым главнокомандующим Вооруженных сил Украины станет Михаил Драпатый. Защита Украины продолжается, и необходимо достойное отношение к каждому воину. Россия открыла огонь у самых берегов Британии. Фрегат «Неустрашимый» устроил артиллерийские стрельбы менее чем в сотни километрах от английского побережья. За кораблем, по данным BBC, все это время присматривало судно Королевского флота, а сверху кружил французский военный самолет, экипаж которого по радио допытывался у россиян об их намерениях. Министр обороны Великобритании назвал российские учения показательными и безответственными. Это не первый случай подобного поведения России. И, честно говоря, это лишь верхушка айсберга тех ежедневных угроз, с которыми сталкивается эта страна и наши союзники. Перед учениями россияне предупредили британский патрульный корабль, мол, собираемся стрелять, отойдите подальше. Полчаса постреляли в международных водах, и на том все. Прямого конфликта не произошло, но Москва продолжает прощупывать почву и напоминает о себе. Стрельбы прошли аккурат в первый рабочий день нового британского премьера Энди Бёрнама. Помните, как Рамзан Кадыров рвал на себе рубаху и требовал от Путина приказать ударить по НАТО? Грозился перемолоть кости врагов, вбить все в мерзкие натовские глотки и дать почувствовать запах тротила. Так вот, пока западные лидеры еще не успели выстроиться в очередь, чтобы извиниться перед Кремлем, у грозного пехотинца Путина нашлись заботы поважнее. Кадыров с гордостью выложил видео с конных скачек. Английские чистокровные скакуны во всей красе. Особенно глава Чечни похвалил лошадей из клуба, какого вы бы думали? Конечно, Ахмат. Видимо, прежде чем идти войной на НАТО, надо все-таки как следует изучить его кавалерию, этих самых английских скакунов. Новость, достойная реакции Кремля. Оказывается, у Европы есть секретная ракетная программа, и нацелена она прямиком на Россию. Не на удар, на сдерживание. Как выяснили журналисты немецкой Welt и британской The Telegraph, Великобритания и Германия втайне запустили совместный проект под названием «Глубокий высокоточный удар». От Лондона – технологии, от Берлина – финансирование. Цель – создать по-настоящему неуловимую крылатую или гиперзвуковую ракету, способную поражать наземные цели на расстоянии до 2000 километров. А это значит, что в случае войны с Россией такое оружие дотянулось бы далеко вглубь ее территории, до тыловых баз, штабов и линии снабжения. Проект должен стать символом военной самостоятельности Европы. Единственное, что смущает – сроки. По нынешнему графику ракета будет готова лишь к 2034 году. И дело надо ускорять. Россия ждать не станет. Одновременно Берлин готовится приобрести 40% долю франко-германского концерна, выпускающего танки «Леопард», чтобы стать государственным совладельцем одной из важнейших оборонных компаний Европы. Что до вопроса, нужны ли вообще ракеты и танки в эпоху дронов, то на него ответил сам министр обороны страны. Никому больше не нужны ни танки, ни гаубицы, ни бронемашины. Это далеко от истины. Нам нужно и то, и другое. Сочетание пилотируемых и беспилотных систем на море, в воздухе и на земле. Премьер-министр извинился перед народом. Курьез из Венгрии с ноткой скромности, невиданный для тамошней политики последних лет. Петр Мадьяр объявил, что позовет на пост президента страны легенду мировых шахмат Юдит Полгар, которую многие считают сильнейшей шахматисткой в истории. Но не прошло и дня, как Полгар вежливо отказалась, поблагодарила за честь, но брать на себя, по ее словам, историческую ответственность за объединение расколотой нации не захотела. И главе правительства пришлось публично каяться за то, что поторопился с громким объявлением. Мне очень жаль, если мой энтузиазм, продиктованный радостью и полным доверием, привел к ошибкам в коммуникации. Я несу за это полную ответственность. Эпизод очень показателен. Политик взял и извинился за собственную ошибку. Сколько вы помните таких случаев в мировой истории? В России же такое, кажется, и представить невозможно.
Еще одни извинения, но уже от другого мадяра. Роберт Бровди, командующий силами беспилотных систем ВСУ, чьи дроны сегодня душат оккупированный Крым без единого солдата на земле, обратился к живущим на полуострове людям в интервью ирландскому журналисту Каллану Робертсону. Я вкотре перепрошую у всіх. Я в очередной раз приношу извинения всем жителям Крыма, украинцам, за те неудобства, с которыми им сейчас приходится сталкиваться. Но главная его цель – не только топливо и подстанции. Мадяр хочет сломать в России сам миф о безнаказанности, чтобы страна начала пожирать себя изнутри. Просто трубопроводом цей негатив. Как по трубопроводу этот негатив должен хлынуть, чтобы они начали процессы саморазрушения внутри страны и в конце концов перегрызли друг другу глотки? А на вопрос, что бы он сказал россиянам, Бровди ответил в своем стиле. Все, что я хотел бы сказать храбакам, жителям этой недостраны, у них не будет той жизни, которая была раньше. Это первая в их жизни война, в которой украинцы воюют не на их стороне, а против них. Им пизда. А в конце разговора этот жесткий с виду командир вдруг открылся с неожиданной стороны. Несмотря на то, что командующий приоритетная мишень Кремля, одна сугубо мирная мечта у него есть. Всю войну в Украине потихоньку строится парк современной украинской культуры, его детище, о котором молчат ради безопасности, чтобы россияне не накрыли стройку ракетами. Я никогда не афиширую это, но мечтаю завершить строительство знакового парка современных украинских скульптур. За все эти годы мадяр сумел выбраться туда лишь однажды. Попытка военного переворота и покушение на президента. Эрдогана пытались убить. И не единожды. Речь о событиях 2016 года, когда часть турецких военных задумала госпереворот. Провластное турецкое издание со ссылкой на источники в спецслужбах утверждает, что сценариев было несколько. Сперва Эрдогана якобы собирались устранить прямо на военных учениях, но поездку отменили. Затем к его отелю подослали целый отряд смертников. И спасло президента лишь то, что он покинул гостиницу чуть раньше. А был, если верить изданию, и вовсе киношный сценарий – захватить Эрдогана вертолетами, посадить на самолет иностранной авиакомпании и казнить прямо в воздухе. Насколько все это правда, судить сложно. История подана со слов анонимных силовиков спустя годы после событий. Прямо готовый сценарий для голливудского боевика. В любом случае, власти умеют вовремя напомнить, кому Турция обязана стабильностью. Россия теряет статус нефтяной державы прямо на глазах. Президент Азербайджана Ильхам Алиев на пресс-конференции с канцлером Германии Мерцем произнес фразу, которая звучит как приговор. С учетом того, что российские НПЗ закрываются, Россия не может экспортировать столько нефтепродуктов, сколько хотела бы своим традиционным клиентам. Сказал он это вообще-то в разговоре про энергетику. Призвал европейские банки вкладываться не только в зеленую энергию, но и в нефть с газом, в том числе азербайджанские, чтобы Баку мог поставлять больше. Но сама формулировка бьет точно. Горящие НПЗ подкосили Россию так, что она уже не тянет прежние объемы даже для своих постоянных покупателей. Интересно вот еще что. В середине месяца в столице Азербайджана прошла тайная встреча представителей Германии и России. Да такая тайная, что о ней не в курсе был даже президент. Власти узнали о встрече из газеты «Таймс». Не поверили, но на всякий случай подняли данные погранслужбы. И все подтвердилось. Рейсом Берлин-Баку действительно прилетели экс-глава администрации Меркель и бывший премьер земли Бранденбург. Из Москвы прибыли глава Совета директоров «Газпрома» и глава президентского совета по правам человека. Ни Германия, ни Россия нас об этом не проинформировали. То есть наша территория была просто использована без нашего ведома. Что именно обсуждали, доподлинно неизвестно, но состав говорит сам за себя. Люди из окружения Меркель и человек «Газпрома». Похоже на негласные переговоры по войне. Официальный Берлин от всего открестился. Канцлер Мерц заявил, что его правительство ко встрече отношения не имеет. Так что пока это выглядит как закулисные переговоры на нейтральной площадке, о которых не в курсе ни принимающая сторона, ни, если верить Мерцу, само немецкое правительство. А Кремль тем временем как будто взял за цель испортить отношения со всеми по очереди. Не успел утихнуть скандал с Турцией, как под раздачу попал Узбекистан. Россельхознадзор с 23 июля ограничивает ввоз в Россию узбекских овощей и фруктов. Официальная причина – фитосанитарная. Мол, в узбекской продукции все чаще находят разную заразу. Кстати, относительно недавно ведомство уже запрещало Ташкенту ввоз продуктов, а потом то ли по ошибке, то ли спохватившись, тут же его отменило. А тут еще и с Китаем неловко вышло.
вышло. При атаке дронов на Подмосковье, о которой мы рассказывали ранее, среди пострадавших оказались 3 граждан КНР. Подтвердил это и губернатор региона. Всех 3 госпитализировали. Так что теперь и Пекину есть о чем спросить Москву. Война, которую Кремль упорно не хочет заканчивать, все чаще задевает граждан его же партнеров. Сначала давление на Анкару, потом на ковер вызвали из Дели, теперь давят на Ташкент, и Пекин негодует. Круг тех, с кем у Кремля не ладится, становится все шире. Еще одна страна бросила на врага военную авиацию. Вот только враг этот – комары. Шри-Ланку накрыла самая тяжелая за почти 10 лет вспышка лихорадки денге. Болезнь переносят комары, и власти в отчаянии подключили к борьбе армейские беспилотники. Задача у дронов необычная. С высоты они высматривают на крышах лужицы после муссонных дождей. Именно в такой воде комары и плодятся. А заодно военные и полиция прочесывают дома, стройки и школы, уничтожая рассадники. Кроме того, дроны помогают и перегруженным больницам приглядывать за пациентами, которых стало слишком много. А масштаб и правда пугающий. С начала года уже 76 тысяч заболевших и 500 погибших. Вакцина от денге существует, но на Шри-Ланке ее до сих пор нет. А в Беларуси все стабильно. Лукашенко нашел новый способ пугать нерадивых подчиненных. Плохо работаешь – отправишься в ссылку, охранять границу с Украиной. Любое неисполнение, Александр Ильич, в армию – это мой приказ. Любой чиновник, любой, в правительстве, в облисполкоме, райисполкоме, в хозяйство, на трактор, вертолет, самолет, на комбайн. Не умеешь гайки крутить, будешь помощником, будешь подносить снаряды. Вот такая мотивация по-лукашенковски. Не справился с работой – марш в лес, на границу. Армия и охрана рубежей, выходит, у него превратились в место ссылки для штрафников. Заодно и признание. Раз туда сгоняют кого попало, значит, с реальными кадрами на границе не густо. Спасибо, что досмотрели до конца. И приглашаю на вечерний выпуск.